Здравствуйте, вы на канале Голос Анха, и сегодня в видео я расскажу про ближайшее лунное затмение, которое пройдет уже 14 марта. Март 2025 года обещает стать астрономически и, по мнению многих астрологов, энергетически насыщенным периодом. Небесные тела выстроятся в редкую и, по некоторым прогнозам, судьбоносную конфигурацию, сочетающую в себе сразу несколько значимых астрономических явлений. Речь идет о коридоре затмений, ретроградном движении Меркурия и Венеры, а также о начале процесса постепенного исчезновения колец Сатурна, явление, которое наблюдается крайне редко, примерно раз в 1,5 десятилетия. Такое уникальное сочетание обстоятельств, по мнению сторонников астрологического влияния на земные события, сулит мощный энергетический импульс, способный глубоко затронуть жизнь каждого человека, вне зависимости от его убеждений. Коридор затмений сам по себе – это уже значимое астрономическое событие. Он представляет собой временной промежуток между лунным и солнечным затмениями, обычно длящийся около 2 недель. В данном случае этот период будет охватывать время с 14 марта по 29 марта этого года. Началом коридора станет лунное затмение 14 марта, происходящее в созвездии Рыб. Это затмение символизирует завершение определенного жизненного этапа, подведение итогов и освобождение от всего отжившего. Начало затмения ожидается в 9:26, а завершение в 10:31 по московскому времени. Это время благоприятно для рефлексии, подведения итогов и принятия важных решений, касающихся прошлых событий и отношений. Кульминацией коридора затмений станет солнечное затмение 29 марта в знаке Весов. Это затмение с 11:51 до 15:44 по московскому времени сулит собой перемены в сфере взаимоотношений, как личных, так и деловых. Я предполагаю, что это время потребует переосмысления существующих связей, выявления дисбаланса и принятия решений, направленных на восстановление гармонии. Солнечное затмение, в отличие от лунного, часто связано с началом новых циклов и проектов. Но в контексте коридора затмения оно будет не столько о начале, сколько о пересмотре и корректировке уже существующих обстоятельств. Однако уникальность мартовских событий 2025 года заключается не только в самом коридоре затмений. Этот период совпадает с ретроградным движением Меркурия, которое начнется 15 марта и продлится до 7 апреля. Ретроградный Меркурий часто ассоциируется с задержками, недоразумениями, техническими сбоями и проблемами в коммуникациях. Совпадение ретроградного Меркурия с коридором затмений усиливает эффект обоих астрологических явлений, создавая более выраженный и непредсказуемый энергетический поток. Это может привести к усилению эмоциональной нестабильности, неожиданным поворотам событий и необходимости более внимательного и взвешенного подхода к принятию решений. Еще одним фактором, добавляющим загадочности и значимости мартовским астрономическим событиям 2025 года, является начало исчезновения колец Сатурна. Это редкое явление, происходящее с заметной периодичностью, добавляет еще один уровень сложности и непредсказуемости к общей картине. Влияние этого явления на земные процессы сложно предсказать однозначно, но астрологи предполагают, что оно может усилить влияние других астрономических событий, придавая им более глобальный характер. В целом, мартовские астрономические явления этого года представляют собой редкое и, по мнению многих астрологов, энергетически мощное событие. Сочетание коридора затмений, ретроградного Меркурия, ретроградной Венеры и начало процесса исчезновения колец Сатурна создает уникальную астрологическую конфигурацию, которая может оказать существенное влияние на глобальные процессы и жизнь каждого человека. Это время требует повышенной внимательности, самоконтроля, способности к адаптации и умения правильно интерпретировать происходящие события. А на сегодня это все. И необходимо помнить, что астрологические прогнозы носят вероятностный характер, и окончательное влияние этих явлений на жизнь каждого человека будет зависеть от множества индивидуальных факторов. До новых встреч!